Good afternoon here. Всем доброе утро, хотя на самом деле добрый день здесь по нашему времени. И я с вами говорю из Нью-Йорка. И я очень счастлива, что Анна рассказала вам, что я была в Вудстоке. Для начала я просто дам краткий обзор, просто чтобы вы понимали историю арт-терапии, что это такое и чем арт-терапия не является. Переключите, пожалуйста, слайд. Очень важно знать, что существует описание профессии арт-терапевта. Важно понимать некие параметры, чтобы публика в целом понимала точки отсчета и ориентиры. Следующий слайд, пожалуйста. Цели. Цели этой данной презентации в целом объяснить, чем занимаются арт-терапевты, чем они не занимаются, сообщить некие базовые определения профессий и основные психологические подходы в арт-терапии. Следующий слайд, пожалуйста. Арт-терапия основана на убеждении, что процесс создания произведения искусства — это воплощенное действие, которое может практиковаться как со взрослыми, так и с детьми. И кроме того, арт-терапия и неким символическим языком помогает клиенту выразить сложные чувства, о которых он даже, возможно, не знает. У нас в Америке есть такая фраза, что одна картина стоит 1000 слов. Искусство позволяет увидеть то, что сложно или невозможно высказать или обсудить словами. Использование искусства как инструмента позволяет осмыслить эти чувства и даже какие-то события жизни, а также разъяснить и понять некие чувства и убеждения. При создании произведения искусства травма, будем надеяться, разрешается и интегрируется. Следующий слайд, пожалуйста. Что такое арт-терапия? Я бы могла, наверное, целый год объяснять вам, что это такое, но у нас всего 45 минут. Арт-терапия — это профессия в области психического здоровья, которой клиенты при содействии арт-терапевта используют художественные материалы, творческий процесс и получаемое в результате произведения искусства. Арт-терапия может помогать повышать осознанность, помогать управлению поведением, развивать определенные навыки, в том числе и общение, снизить тревожность и повышать самооценку. Цель арт-терапии — это улучшение или восстановление функционирования клиента или его состояния. Арт-терапия требует знания. Я, например, не практикующий художник. У меня степень в области искусствоведения. И я обошла все музеи, какие только существуют, но в основном я все-таки занимаюсь описанием. То есть я больше пишу книги на эту тему и занимаюсь все-таки этим как исследователь. А арт-терапия позволяет использовать инструменты искусства и создавать произведения искусства. Кроме того, она
она требует, безусловно, знаний. Следующий слайд, пожалуйста. В США и в Европе я уже 15 лет являюсь представителем ассоциации арт-терапевтов американцев. И один из отличных, но я также знаю и британских представителей, и арт-терапевтов из Норвегии, из Франции, из многих европейских стран. Но в Америке и в Англии, и вообще в Евросоюзе арт-терапевты должны получать лицензию. Что это такое? И они могут иметь лицензии как арт-терапевтов, так и семейных терапевтов, так и психологов, и социальных работников, и даже реабилитологов, терапевтов реабилитационных центров. И необходимые навыки и знания в области психотерапии в соединении с художественным подходом позволяет арт-терапевтам достичь целей. Следующий слайд, пожалуйста. Арт-терапевты работают с людьми всех возрастов, в том числе и с парами. У меня в основном мои клиенты — это взрослые семейные пары, с детьми я не работаю, но они также могут работать и с подростками, и с целыми больницами, школами, группами людей. И существует профессия арт-терапевта в школах, в реабилитационных центрах, в кризисных центрах, домах престарелых и в частной практике. Чем не является арт-терапия? Следующий слайд, пожалуйста. Вот это очень важный момент. Вот я этим занимаюсь уже больше 50 лет, и один из распространенных вопросов, когда просишь людей нарисовать какую-нибудь картинку, они считают, что сейчас ты все о нем узнаешь и все расскажешь. Нет, мы этого не можем по картинке определить, кто такой человек. И, безусловно, это не является оракулом или инструментом пророчества, и это не является уроками по рисованию или где нужно добиваться хорошего результата. И самое главное, вам не обязательно быть хорошим, признанным художником, да, в искусстве, чтобы участвовать в арт-терапевтических сессиях. Любой, кто может хочет попытаться выразить свои эмоции через искусство. В конце на моей лекции я вам покажу некоторые работы. Вы увидите, что очень сильные эмоции вызывают даже просто взгляд на эти работы. И я хочу сказать, что любой человек в состоянии заниматься арт-терапией. Следующий слайд, пожалуйста. Основные принципы, в которые мы верим для того, чтобы заниматься арт-терапией, это то, что все люди способны заниматься искусством. Кроме того, арт-терапия является невербальной формой коммуникации. Я уже почти 40 лет являюсь профессором в своей области, и я считаю, что арт-терапия привносит в сессию возможность снизить защиты. С помощью искусства вы можете сказать намного больше, чем вы в состоянии сказать словами. И именно арт-терапия позволяет сказать нечто большее. Одна моя близкая подруга Кэти Макелоди
и коллега в области арт-терапии, она соглашается со мной в том, что, безусловно, невербальная коммуникация, и здесь речь идет не только об изобразительном искусстве, но и музыке, и других видах искусства, но они позволяют снизить дискомфорт в процессе общения. Следующий слайд, пожалуйста. История арт-терапии. Да, если мы даже обратимся в глубокую древность, к пирамидам и иероглифам, это тоже способ выражения себя через изобразительное искусство. Но только в начале XX века возникло направление, ведущее нас к арт-терапии. В самом начале XX века психиатры заинтересовались произведениями искусства, и они искали именно произведения искусства, созданные душевно больными пациентами. А педагоги в то же время обнаружили, что рисунки детей отражают их эмоциональное развитие. Следующий слайд, пожалуйста. Любые изобразительные произведения от наскальной живописи, изображения богинь богов плодородия, мандалы, нарисованные песком, египетские иероглифы и африканские ритуальные маски — все это использовалось для выражения себя, для защиты и исцеления. Следующий слайд. К середине века XX больницы, клиники и реабилитационные центры стали включать программы арт-терапии наряду с традиционной вербальной терапией. Профессия арт-терапевта превратилась в эффективный и важный метод общения, оценки и лечения пациентов в разных условиях. В настоящее время методы арт-терапии привлекают внимание в медицинских учреждениях в области психиатрии, психологии по всему миру. Следующий слайд. Мы все знаем о зарождении понятия бессознательного благодаря Фрейду, конец XIX – начало XX века, а также Юнг и символизм многое привнесли в исследование этого вопроса. Пол Макс Саймон исследовал рисунки душевнобольных в конце XIX века. Французский психиатр Рея в 1901 году создал работу «Произведение искусства пациентов», связанные с их внутренними конфликтами. Таким образом, работа с изображением стала официально использоваться в институциях. Перейдем к следующему слайду. Если же говорить о непосредственно арт-терапии, то можно говорить о двух основоположниках. Маргарет Наумберг с ее акцентом на символическую речь, да, искусство как символическая речь, и в этом смысле она имеет отношение непосредственно к теории Фрейда. Кроме того, здесь речь идет, естественно, о бессознательном, о контакте человека с его снами, которые могут так или иначе проявляться через искусство. И в подходе Маргарет Наумберг роль терапевта в арт-терапии первична. Если же говорить об Эдит Крамер и ее вкладе в развитие арт-терапии, то она рассматривала искусство как так называемую королевскую дорогу к сублимации. Создавая искусство, вы можете прорваться через все защитные механизмы нашей психики
к глубинному разрешению застоявшегося конфликта. И это приводит к... Для Эдит Крамер роль терапевта в этом случае вспомогательна. И самое главное, в фокусе внимания ее подхода является именно сам процесс творчества. В данный момент своей жизни я рассматриваю процесс арт-терапии как коллаборацию. Для меня никогда не существует некой вакуумной работы. И я понимаю прекрасно отдачу и обмен, происходящий между пациентом и терапевтом. Следующий слайд, пожалуйста. Если дальше рассказать о Маргарет Наумберг, ее считают матерью арт-терапии. Она разработала подход работы с детьми и также динамически направленная арт-терапия психиатрии. Она использует психодинамический подход, который не только работает с внутренними конфликтами, но и помогает при диагностике. В 1947 году она написала свою первую, на самом деле, вторую книгу. Перейдем к Эдит Крамер. Следующий слайд, пожалуйста. Она проложила первые шаги в рассматривании искусства как творческий процесс и сублимации. В 1958 году ее теория была представлена в школе для эмоционально беспокойных детей Нью-Йорка. Кроме того, она создала подход «третья рука». Она считала, что чем выше уровень искусства, создаваемого в процессе арт-терапии, неважно, к каким инструментариям прибегает терапевт, она фокусировалась на творческом процессе как на терапевтическом, поскольку в центре внимания должно быть именно творчество как процесс. Следующий слайд, пожалуйста. Я в основном ориентирована на работу с парами и взрослыми людьми с помощью арт-терапии. Анна написала целую секцию о работе с русскими семьями. Все эти сферы используют искусство как некий метод отчасти для того, чтобы заниматься ремесленным рукоделием, для развлечения. Но основной аспект арт-терапии — это все-таки психологический. И самое главное, что она предлагает, это высокий уровень экспертизы в применении искусства в качестве метода психотерапии. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь, в чем же разница между художественным образованием и арт-терапией? Художественное образование, то есть школа искусств, они в первую очередь фокусируются на технике и на результате. В то время как отличие арт-терапии заключается в том, что мы используем искусство для терапии. И мы используем процесс творчества, неважно какого, любого. Главное, что все навыки, которые мы приобретаем, помогают нам в нашей цели. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, почему же именно арт-терапия? Во-первых, потому что в нее может вовлечься человек целиком,
Кроме того, она срабатывает на визуальное восприятие. Кроме того, она может побудить воспоминания, которые мы не можем вспомнить с помощью словами. Кроме того, гораздо легче выразить свою темную сторону через искусство. Та самая темная сторона, от которой мы отстраняемся, потому что она вызывает сложные чувства. Арт-терапия является уникальной возможностью для самовыражения. Она гибка и универсальна. Она помогает при терапии, и балансирует ее, а иногда и доставляет удовольствие. Кроме того, это творчество, это тоже является важным процессом обучения и может помочь вам поддержать клиента по мере того, как они рисуют или занимаются одним из видов выбранного искусства. Ведь когда что-то создаешь, тебе хорошо, тебе от этого хорошо становится. Да хоть камень разрисовывай или вылепишь скульптуру какую-нибудь. Это все задает очень позитивный настрой. И для меня это очень ценно. Когда я работаю, я всегда использую арт-терапию в своей работе. И я прошу своих клиентов вести некий визуальный дневник между сессиями, потому что очень часто выражать свои переживания рисунками легче, чем словами. И когда они приходят к вам на сессию, и вы можете интерпретировать это своим образом, они могут это интерпретировать по-своему, но в то же время у вас остается некое впечатление от сессии, которое позволяет вам двигаться дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Характеристики арт-терапии. Собственно, все, что вы видите здесь: расслабление, невербальное выражение, экстернализация. Очень важно, чтобы люди не зависали. Да? Существует состояние, когда человек не в состоянии двигаться дальше, он как будто бы замер. А экстернализация, она помогает ему выйти из этого состояния. Например, я часто предлагаю арт-терапию также потому, что она задает определенные основы контейнирования на протяжении сессии. Да? Например, я больше советую использовать фломастеры и карандаши для людей, которым хочется больше контролировать свои действия, а вовсе не, например, акварельную краску, которая потечет, и ее труднее контролировать. Кроме того, арт-терапия, она позволяет выражать символами. Да? Она заключает в себе символическое выражение. Мне сейчас 70 лет, и я получаю огромное удовольствие от процессов арт-терапии. Следующий слайд, пожалуйста. Есть еще один человек, он живет в США, зовут Харриет Уотсон. Она много говорила о динамике исцеляющего процесса. Первый пункт этого процесса является воображение, потому что оно вовлекает в себя бессознательные процессы. Арт-терапия помогает снизить защитные механизмы. Да? Я, например, говорю клиентам, у них происходит какой-то инсайт, и я лично считаю, что поведение решает все.
То есть одно дело, вы можете говорить все, что хотите, но потом они уходят с сессии и совершают некие поступки, как-то ведут себя. Вот в этом случае арт-терапия позволяет именно снизить защитные механизмы и балансировать поведение вашего клиента. Также в семейной терапии, например, клиент рисует, изображает семейный портрет, да? И мысли могут быть самые разные. Да? Кто-то сидит близко к маме на этом портрете, а кто-то загонит маму в угол. Тут все зависит от отношений, конечно. Но и это всегда может послужить отличной первой ступенью для начала работы, например, на семейную тему в психотерапии. С одной стороны, конечно, можно и записывать терапевтические сессии, но я лично считаю продукт, который производится в результате арт-терапевтических сессий, своеобразной хроникой, которую потом можно просматривать и наблюдать изменения, которые происходят с клиентом. И при этом клиент не ограничен языком, да, потому что слова часто нас ограничивают, а арт-терапия, она на физическом уровне задает энергию для выражения определенных чувств и эмоций. Внутренний мир образов, мыслей и идей клиента всегда имеет первостепенное значение для нашего опыта. Если мы представим себе треугольник, то на вершине будет слово «искусство», а нижние два угла займут терапевт и клиент. Но главное, что мы всегда ведем диалог через изображение. Один из очень важных аспектов арт-терапии заключается в том, что то, что я могу увидеть в процессе диагностирования, например, или как прорыв в процессе арт-терапии, в конечном счете это произведение конкретного человека. То, что этот человек... Самое главное — это то, из чего исходит человек, создавший это произведение. Оно означает именно это. То есть я могу задать вопрос клиенту, он может ответить, что он чувствует, что для него означает то или иное произведение. И я ему говорю, что да, это ваше произведение, я его уважаю, но позвольте вам предложить посмотреть на это с той или с другой стороны. Я часто говорю, давайте попытаемся найти историю этой работы и попробуйте описать мне то, что вы сейчас нарисовали. Почему именно в этом случае вы использовали то или иное средство? Это, безусловно, техника гештальт-терапии, но она позволяет перейти непосредственно к чувствам и ощущениям и позволяет дальнейшее исследование состояния клиента. Арт-терапевт облегчает человеку изучение как материалов, так и повествований о произведениях, созданных во время сессии. Следующий сайт. Форматы арт-терапии. Итак, какие же существуют форматы? Мы можем говорить о директивном формате. Мы используем его здесь, в Америке, при диагностировании, например. И оно позволяет как бы ориентироваться в реальности. Если вы работаете с человеком с травмой,
то вы ему помогаете очень медленно, используя символические образы, чтобы выстроить диалог с этой травмой. Терапия может принять новые аспекты. Кроме того, один из форматов, например, открытая студия. Мы уже говорили до этого о том, что люди, собственно, создают искусство, и это придает им силы. Это не то, что мы ведем дискуссию один на один. Мы действительно участвуем в создании произведения искусства. И важно, я считаю, людям иметь возможность обсуждать между собой уровень энергии, то, что они испытывают в процессе. И это даже не столько касается психологии, сколько непосредственно процесса создания искусства. Например, в учреждениях для людей с ментальными заболеваниями используют именно открытые студии. Говоря о силе группы, да, можно отследить самую различную динамику, кто по-настоящему движется, кто принимает решение, что делать, если мы работаем в группе, например. И это очень важно, чтобы участникам группы, чтобы у них создавалось ощущение совместной работы, да, что человек не одинешенек на белом свете. И, наконец, если мы говорить об экспонате. Я вот, например, у меня есть мой красный... Нет. У меня есть около 10 коллег по всему миру, которые работают с учителями в Индии, которые преподают детям от детских садов до, скажем, лет 12. И вот одна из терапевток, она работает, по-моему, в Сингапуре. И она мне задавала вопрос, что делать с детьми, которые хотят, чтобы их работы повесили на выставке. Я считаю, что прекрасная идея развешивать их работы просто в самом классе. Это во-первых, это повышает самооценку. Каждый ребенок может показать пальцем и сказать: вот это я сделал. Итак, выставки, безусловно, это очень мощный терапевтический инструмент. Перейдем к следующему слайду. Размышления. Да? Можно дать клиенту использовать художественные материалы различные. Например, у меня клиенты 40-50 лет, которые говорят: да я со школы ничего такого не делал, ничем таким не занимался. Поэтому лучше экспериментировать с разными материалами, чтобы клиенту было комфортно заняться созданием произведения. Кроме того, сами изображения позволяют понять, что происходит в группе, если мы занимаемся групповой арт-терапией. Кроме того, арт-терапия позволяет выявить важные символы. Художественные произведения могут стать фокусом для проекции, а также они пробуждают игру в определенной среде, подходящей среде.
потенциальном пространстве. Мы используем, например, самую обыкновенную глину, и вы удивитесь, насколько большие, огромные, совсем не молодые мужчины получают удовольствие от возни с глиной. Как только изображения созданы, они могут оставаться в группе, трансформироваться и деконструироваться. Существует такой инструмент диагностирования рисования моста. Я его использую иногда в своей практике. Пациентка одна нарисовала мост, и она нарисовала себя саму, висящую на этом мосту. Это привлекло мое внимание, не только мое, но и всех в группе. Я попросила группу помочь ей, потому что сама она не хотела говорить об этом. Возникло напряжение. Но когда я спросила в группе, не мог бы кто-нибудь ей помочь, кто-то к ней подошел и дал ей, стал ее как бы ангелом-хранителем. Он нарисовал ей спасателя на ее картинке. И это было очень яркое выражение помощи через искусство. Группа объяснила ей, что если она находится в опасности, они готовы ей помочь. Ценность творческой деятельности через придание формы эмоциям и идеям — это очень придает силы участникам. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, использование художественных материалов. Да, этому посвящена не одна книга. Я боюсь, что мы не успеем все обсудить. Арт-терапевту важно иметь понимание материалов, из чего они состоят, какими качествами, какими свойствами обладает то или иное средство художественное. Например, кто-то предпочитает использовать пастель, потому что ее можно стереть, да, к примеру. Для арт-терапевта важно самому иметь опыт работы с теми или иными художественными материалами, чтобы попробовать. Они должны быть хорошего качества, да, особенно если вы работаете со взрослыми, да, не надо им давать наборчик из 10 карандашиков, потому что нет, все объекты должны быть высокого качества. Нужно быть в курсе современных художественных средств, они постоянно выходят новые, обновляются. Кроме того, для чего использовать новые? Вот я вам уже привела пример работы с людьми, которые очень гибкие, работы со средством, которое обладает высокой подвижностью, текучестью, да, иногда вам нужно для именно эффекта контейнирования вам нужны более устойчивые средства, которые могут закрепляться и долго сохраняться. Следующий слайд, пожалуйста. Физические свойства всех художественных материалов. В свойства входят качество, текстура, интенсивность. Да, смотришь на картинку и оцениваешь ее по шкале яркости, тусклости цветов. Цвет, каково свойство цвета? Да? Для многих моих клиентов они очень озабочены тем, чтобы постоянно обводить что-то, выделять цветом, и ты следишь за ними,
видишь, как они все время стараются наполнять цветом работу, понимаешь, что интенсивность цвета — это важный критерий. Следующий слайд, пожалуйста. Какие существуют форматы? Я, например, люблю использовать технику коллажа, потому что оно позволяет передать некие изображения на бумагу в определенном формате. И для, собственно, начала терапии, начала диалога он может очень-очень помочь. Рисунок, пастель, моделирование из глины, как создание трехмерного изображения. Мне кажется, это очень важный подход. Особенно, когда мы работаем с семьей. И, наконец, живопись. Зависит от того, сколько у вас есть времени. У меня есть мольберт и холст, и иногда клиент может надолго увлечься живописью. И, если честно, пристрастие к определенному формату может меняться. Следующий слайд. Акцент на искусстве или терапии? Форма или содержание? Искусство является результатом с фокусом на результате, в то время как терапия имеет фокус на процессе. Да, мы прорабатываем некую информацию, вовлекаемся в нее. И, опять же, вспоминая Вудсток, упомянутый Анной, это было началом, я бы сказала, началом гуманизма и гуманистической традиции. И, на мой взгляд, то, что ты пытаешься внести в работу с клиентом, это именно активное слушание, это уважение к личности клиента, с которым вы работаете, и понимание визуального языка, с помощью которого вы объясняете клиенту, что то, что он делает, важно для терапевтического процесса. Процесс является выражением чувств, конфликта, он может снять напряжение, сообщить сенсорную стимуляцию. И он также позволяет принимать то, что происходит на выходе. Таким образом, речь тоже идет о слайде номер 32 сейчас. До этого мы говорили о преимуществах художественного процесса и продукта. Извините, мне нужно вернуться. Секундочку. So, evoking expression, do you have that one, Elena? Okay. Which one? Yes. Итак, слайд номер 32. Напоминающее выражение. В начале у нас мы устраиваем разогрев, да? Говорим, выполняем определенные техники разогрева, говорим с ними о подходе терапии через создание произведения искусства. Очень часто, чаще даже в диагностическом аспекте, люди очень
освобождается. И очень забавно давать задания, например, правшам нарисовать рисунок левой рукой и наоборот. Следующий слайд, пожалуйста. Терапевт должен подождать с интерпретацией, пока он не получит достаточное количество рисунков, с тем, чтобы понять, что из них выходит. Необходимо быть восприимчивым, необходимо быть объективным наблюдателем, чтобы получить информацию. И важно, безусловно, принимать объекты искусства, безусловно, положительное отношение и ни в коем случае не критиковать искусство, но позволять каждому произведению начинать диалог. Хороший терапевт на самом деле прекрасно понимает язык символов и метафор и способность увидеть историю за произведением. Что именно стоит за этой картинкой? Что мне пытается сообщить клиент? Как мы можем вербализовать то, что выражено через рисунок? Все это очень важно. Следующий слайд. Помощь в поиске смыслов произведений искусства. И в конце концов вы позволяете самому изображению вести диалог с вами и с клиентом. Да? О чем оно говорит вам? Попытайтесь озаглавить этот рисунок, дать ему название. Или если что-нибудь непонятное в этом рисунке, давайте попробуем рассмотреть и объяснить, прояснить ее. Найдите ту часть произведения, которая вам кажется наиболее сложной, и попробуйте через другой рисунок разрешить проблему первого. Что именно вам понравилось в процессе создания этого произведения? Сделайте нарисуйте еще один рисунок, который вам принесет именно удовольствие. Например, сейчас во время пандемии очень у многих людей есть страх, страхи, неврозы, расстройства, компульсивные расстройства. Это касается очень многих жителей США. И я советую им попытаться через искусство создать ситуацию, которая позволит вам как-то улучшить ваше состояние. Итак, мы теперь переходим к непосредственно изобразительной части нашей презентации. Вот вы видите первое изображение, это картина Ван Гога, автопортрет с забинтованным ухом. Посмотрите на нее глазами терапевта. Какой нарратив содержится в этой картине? Я лично, например, я, конечно, лично не знакома с Ван Гогом, но можно сказать, смотрите, он смотрит из окна, как будто бы выглядывает. На что он смотрит? У вас на голове шапка, пальто, на вас пальто. Куда вы собираетесь? Может быть, вы пришли откуда-то? У вас серьезное выражение лица. Я права или я не права? Расскажите мне о ваших чувствах. Да, задумчивый, очень глубоко задумавшийся человек. Вот мое впечатление от этой картины. И вы слушаете, что говорит вам клиент. Да? Теперь переходим, например, к синему цвету. Да? В этом произведении содержится много оттенков синего. Что вы чувствуете по поводу синего? Да? Оно есть и на пальто, и на шапке. И еще раз задаем вопрос: вы вернулись из путешествия или вы собираетесь в путешествие? Это
Следующая работа, да, «Крик» Эдварда Монка. Человек стоит на мосту. Какое чувство овладело этим человеком? Да, попытайтесь назвать это чувство. Вы пришли на мост или вы сходите с него? Если это чувство тревога или страх, то расскажите, пожалуйста, почему вы прижимаете на рисунке руки к ушам? Вы как будто бы слушаете что-то или у вас есть другая версия? Все это как бы варианты диалога с клиентом. В 90-е годы я работала в психиатрии, и эта работа, безусловно, неспроста называется «Крик». Это и есть крик, да, даже постановка тела героя. Ну, и сам стиль эстетический, который мы... И открытый рот. Все это очень мощный образ и мощный посыл. Следующая картинка — это уже из психиатрического учреждения. Опять же, вы здесь изображены с широко открытым ртом. Нет, это картина через окно с синей фигурой, с красными руками. И вы побуждаете клиента рассказать историю, да? Что именно побудило вас изобразить себя с красными руками. Так, вот это Ханс Принцер. Мы видим, что картина испещрена огромным количеством строчек, значков и букв. Это два человека, как будто бы они ведут диалог, и в то же время между ними как будто бы один другому чем-то угрожает. Расскажите мне об этом диалоге. В то же время мы видим очень много контроля в самих изображениях людей. Они очень четко прорисованы. Следующая картинка. Джозеф Форстер. Выглядит она, с одной стороны, как-то жизнерадостно, с другой человек не стоит на земле. И вы спрашиваете, как вам, вы себя чувствуете неуверенно, не в безопасности. Вот, собственно, вся презентация. И я думаю, наступило время вопросов и ответов. Вот так, ага. Спасибо большое, доктор Керр, вам за эту лекцию. Отлично. Если у вас тогда жду вопросов. Если у вас есть вопрос, то можно его задать. Соответственно, доктор Керр, у нас есть возможность вас поближе, доктор Керр, показать, чтобы она понимала, кто задает вопрос, и как-то адресно отвечала, чтобы это был какой-то контакт. Вот. Я вижу руку, сейчас принесу микрофон. Окей. Можно будет только по-английски услышать ответ на всякий случай? У меня такой вопрос, связанный с теоретической основой арт-терапии. Вы упомянули психоанализ и гештальт. Мне было интересно, есть ли сейчас в современной практике разделение четкое арт-терапевтов по терапевтическим направлениям, как начинающий учащийся психолог, спрашиваю. Я считаю, что одно из важных свойств для человека, работающего в арт-терапии, это, во-первых, быть осведомленным обо всех направлениях в этой области. Я лично и могу применять и юнгианский подход, и бихевиористский, и множество других. Все направления, которые существуют в современной практике, о них нужно знать, и их нужно применять во благо клиента. Ну, естественно, понимая, что нужно в данном случае. Добрый вечер. Спасибо большое за лекцию и за экскурс в историю. У меня такой вопрос. Я услышала про арт-терапию, услышала, что там должен быть некий артефакт. Но танец, например, это тоже же вид искусства. Может ли быть танец
предметом, ну или способом, или инструментом как арт-терапия, поскольку там нет артефакта и не хранится история какая-то, это такая очень быстрая история. Вот, это первый вопрос. А второй, то есть я слышала про лего-терапию. И, во-первых, интересно ваше мнение, когда из конструктора, да, лего-терапия, да. Let me just address dance therapy. Да, и я хотела узнать, может ли это... Нет, сейчас вопрос закончу. Лего, Что значит лего-терапия? No. Да, вот лего-терапия может ли относиться к арт-терапии, поскольку там тоже моделируются всякие истории, это способ не языкового выражения, ну, то есть, вот... Legos! Yeah. Legos! So... Спасибо. I would, let me just answer the Lego, because I thought you were talking about legal, like lawyers getting together. Я сперва подумала, что вы говорите о легальной терапии, и я подумала, что там юристы как-то с этим связаны. Мне кажется, лего, они более материальны. Для детей это вообще прекрасный материал. Это им позволяет соединять детали, создавать объект. На мой взгляд, я бы не стала его отводить в отдельную группу арт-терапии, лего-терапии. Я сама никогда ее не применяла, но у меня есть внуки, и они просто получают удовольствие, играя с конструктором лего. Но, на мой взгляд, да, они гораздо более материальны. Кто-то там у меня ходит за окном. Что же касается вашего вопроса про танец, танец это не моя фишка, но я считаю, что движение, оно задает нам огромную силу, придает нам силы. И совершать движение под музыку, совершать совместные движения с группой людей. В танцевальной терапии есть определенная близость, поскольку она имеет отношение к телу, и именно поэтому она тоже соединяет человека с его сознанием и с его телом, точнее, соединяет тело и сознание в человеке. На мой взгляд, танец имеет огромный потенциал, но когда я смотрю на клиентов, которые занимаются как раз танцевальной терапией, они записывают сессии, чтобы потом увидеть результат самого процесса. Мне это важно. У меня есть знакомые данс-терапевты, и они сейчас есть возможность записывать все, что угодно. Да, через танец можно достичь именно близости, прикосновения, объединения. И да, само движение, например, вытянутые вперед руки, что оно означает? Или наоборот, обхватить себя руками, да, как будто пытаясь ото всех отгородиться. В движении движение очень тесно связано с непосредственной прямой коммуникацией. И музыка, я тоже считаю, очень важна. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. In dance therapy, they're licensed. They're part of our groups. Art, music, and dance.
Ну и это все одна группа. Искусство изобразительное, музыка, танец. Это все через арт-терапию все это работает. У кого еще есть вопросы? Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, я не совсем поняла все-таки, как работает арт-терапия. То есть за счет чего в процессе получается решение, скажем, внутреннего там конфликта или проблемы клиента, то есть в результате обсуждения с ним того, что он создал, или какой-то трансформации вот того творческого результата, который он продемонстрировал. Right. It happens both ways. Это происходит и так, и так. Вот благодаря и тому, и другому. It happens with the ability to project. Оно происходит благодаря возможности проекции. Это является защитным механизмом. За счет возможности вымещения, да, когда мы выражаем некое переживание с помощью создания объекта. Да. Кроме того, это является сублимацией, а также арт-терапевт имеет возможность создавать некий язык со своим клиентом, который в конце концов приводит к сознательному, к осознанию, к осознанному инсайту. И процесс, и объект очень важны. И то, и другое служит для создания инсайта и для разрешения внутренних проблем. Например, невозможность клиента изменить исходное травмирующее обстоятельство, да, и невозможность его почувствовать себя в безопасности, понять свои сложные чувства. Но я никогда не видела, чтобы картина кого-то обидела, чтобы она кого-то ранила. Все зависит от возможности выстраивания диалога между терапевтом и клиентом. Тогда еще хочу уточнить, все-таки вы предлагаете клиенту самому поразмышлять, интерпретировать свое изображение, либо все-таки терапевт тоже интерпретирует и озвучивает свою какую-то версию? Always it's the interpretation of the client. Нет, это всегда интерпретация клиента, его или ее рисунка, произведения, его личная интерпретация. You might ask questions, например, вы можете задать вопросы, потому что у вас есть опыт терапевтический и опыт в области искусства, и вы можете... Но вы всегда должны задавать вопросы. Вы можете проявить осведомленность, но всегда в форме вопроса. Спасибо. Это слово я знаю по-русски, мне даже не надо переводить. Я знаю два слова. Одно слово — это непослушный. Здравствуйте. Like English naughty, yes. I'm not going to say it. Okay. Oh, no. Итак, два слова, которые я знаю. Одно из них я вам не скажу, а второе — это спасибо. Можно? Здравствуйте. У меня такой вопрос. Есть ли ограничения в применении арт-терапии? И, допустим, попадаются ли люди, которым совершенно не заходит этот метод, которые никак не могут принять что-то, нарисовать или что-то подобное? Допустим, принимают психоанализ, например, что
терапевт с ним именно с этой точки зрения разговаривает. Просто у меня есть знакомые, которые говорят, что это все ерунда, и типа рисунок ничего не значит. А вот когда терапевт там задает правильный вопрос, это может сработать. Бывает ли такое? Well, I mean, I think that view of the world is relatively limited. Ну, я считаю, что все-таки мировоззрение довольно ограничено у многих. И мне кажется, что когда мы прибегаем к чему-то новому, к чему-то другому, отличному от привычного, может помочь клиенту. Я, например, прибегаю к любым методам, например, к ритуалам, особенно когда нужно работать с переживанием, оплакиванием утраты. Да, у нас тут есть, например, огромные камни, и одна моя клиентка переживала гибель своего супруга. Она разрисовала эти камни, и мы выставили их снаружи, на улице, тем самым пытаясь освободиться от этого чувства, освобождаясь от него. Мне кажется, арт-терапия, успешность арт-терапии зависит от непосредственно арт-терапевта. И мне кажется, что рисунок имеет возможность действительно сказать куда больше, чем 1000 слов. И если человек не в состоянии рисовать вообще, то можно идти поступательно, например, начинать с коллажа или начинать с каких-то отсылок к истории искусств. В принципе, абстрактным искусством может заниматься кто угодно, включая меня, для того, чтобы выразить свои чувства, например, относительно какого-нибудь произведения искусства. Можно придумать 1000 различных методов и утверждений на эту тему, но есть люди, которые считают, что они не способны. Да? С ними можно заниматься разными другими видами изобразительного искусства, да, например, рисовать точка-точка, огуречек, палка-палка, человечек. Все это постепенно может продвигаться и меняться. Но я считаю, что рисовать все-таки может каждый, потому что это первый язык человека. Да, например, 1,5-годовалый ребенок говорит «мама, папа», потом он хватает карандаш и калякает. Да? Калякать, в принципе, может каждый. Это первая форма коммуникации. Я раньше все время рисовала каракули. Да, есть люди, которые ходят к психоаналитикам, да я и сама на этом собаку съела и могу говорить бесконечно, но арт-терапия, на мой взгляд, работает, и когда я могу, я стараюсь ее применять. Доктор Керр, следующий вопрос хотели бы задать. Извините, что я прерываю, потому что у нас время завершается, еще несколько вопросов есть, боимся не успеть. Можно? Да, спасибо большое. Я задам вопрос из трансляции сначала. Вопрос из трансляции. С какого возраста можно применять арт-терапию с детьми? И можно ли применять арт-терапию с детьми с аутистическим спектром, с расстройством аутистического спектра? Yes, with autistic children, because it's their inner world. Говоря о расстройствах аутистического спектра, да, однозначно. Можно. Ну, а если говорить о возрасте, 2,5 года уже можно. У них еще не освоен в достаточной степени вербальный язык, они еще не могут предложения выстраивать. А искусство как раз позволяет играть, да, его очень удобно применять. Да. Получите ли вы выдающееся произведение искусства? Нет, но наша цель не в этом. Я с малышами не работаю, я слишком сфокусирована на слове, на вербальности, но я знаю многих коллег, которые работают в детских садах и работают с детьми с отклонениями в развитии.
с особенностями развития, и они имеют огромный успех. Они применяют методы арт-терапии. Для меня это прекрасный способ выстраивать коммуникацию. Спасибо. Сейчас еще один вопрос. Да, конечно. Hello, Christine. Thank you very much for the lecture. It was a pleasure to hear. And wow, it's English. That got my attention. So actually, my question might be a little bit childish, but what I wanted to ask мой вопрос, возможно, позвучит немного детским, но я хотела вас спросить. What actually makes you a good therapist? I mean, well, of course, it's experience Что именно that you делает get, вас but maybe хорошим терапевтом? there is something Я понимаю, else, что, like конечно, опыт, some traits of но character, or maybe наверняка есть something какие-то else that you черты need to possess to характера, be a что-то good еще, one. чем необходимо обладать, чтобы быть хорошим терапевтом. Thanks. Очень интересный вопрос. Я думаю, чувство юмора. Активное слушание. И любовь к людям. Важно, чтобы люди тебе по-настоящему нравились, да, потому что это сфера работы с людьми. Что еще необходимо терапевту хорошему? Эмпатия. Эмпатия, но с границами. Это так, если очень общо. Да, вы здесь не как их лучший друг, да, но важно эмпатизировать другим. Мой муж, который тоже был терапевтом, он скончался 2 года назад, все время мне говорил, не могу поверить, что тебе это все сходит с рук, твоя болтовня. Но я, в принципе, стараюсь в работе провоцировать. И у меня это действительно очень хорошо получается. Кроме того, я люблю, чтобы люди смеялись, я хорошо шучу. Но вот активное слушание, эмпатия с границами, да, вы здесь не о себе пришли говорить. И главное, используйте все, что работает, да, в рамках понимания, что не навреди. Терапия, арт-терапия — это инструмент, который помогает вам, вашему клиенту, дать возможность вашему клиенту развиваться, да? Да? Не зашоривайте себя в рамках какого-то одного направления. Вот сейчас только психоанализ, например, или сейчас только то. Ой. Так что я использую все, что угодно, но я хорошо знаю теорию. Да? Иногда на меня больше влияет юнгианский подход, а в каком-то случае я буду целиком направлена на клиента как бы в гуманистическом ключе. И всегда от случая к случаю все меняется. И я думаю, гибкость — это тоже важное свойство для терапевта. Я надеюсь, что ответила на ваш вопрос, и у вас прекрасный английский. Thank you very much. Еще вопрос. Я получила большое удовольствие. Огромное вам спасибо, Анна. И не могу поверить, что вы вспомнили про Вудсток. Есть еще один вопрос. Ага. Добрый день, добрый вечер. Кристин, спасибо большое за нашу встречу. Я хотела спросить, работаете ли вы в направлении музейной арт-терапии? Если да, что посоветуете почитать или кого почитать? Спасибо. Нет, я не работаю в сфере музейной арт-терапии, но в своей первой книге «Семейная арт-терапия» я как раз призываю использовать историю, искусство в терапевтических средствах. У Анны есть, по-моему, эта книга, она на английском. По-моему, даже начали ее переводить.
Но, может быть, кто-то из вас знает Мэри Кэса? Она художница из Европы. Одну из ее картин я использовала, чтобы помочь матери и сыну после 11 сентября, потому что они потеряли члена семьи. Она художница-акварелистка, ее работы, они несут очень много любви и даже безопасности. Они побуждают к совместной работе, и вот эта совместная работа с помощью ее произведения была очень эффективна. Скажите Анне, я точно знаю, что у нее есть эта книга, чтобы она ее передала вам, или пусть ее переведут. Хорошо? Спасибо. Но я сама с музеями не работаю. Ну, то есть я знаю историю искусств, просто я скорее просто прибегаю к своим знаниям в области истории искусств, если вдруг возникает необходимость. Спасибо большое. Thank you. I'm going to leave the meeting. And Anna, you might as well tell them I'm in the Woodstock movie. Все, я ухожу. Okay, I will. Анна, вы расскажите про фильм о Вудстоке или? I'm not going to say anything more. Спасибо большое еще раз. Да. Не знаю, как еще благодарность выразить. До свидания, доктор Керр, до встречи. Bye-bye.